Когда задача, которую мы передаем агенту, превращается в цепочку подзадач, часть из которых агент передает другим агентам или даже людям, то в этот момент нам уже недостаточно просто умного исполнителя. Нам уже нужен менеджмент. Исследователи из компании Google говорят, что делегирование – это не просто разбить работу на куски. Это еще и понять, кто за что отвечает, кому можно доверять, кто проверяет результат и что вообще делать, если что-то пошло не так. А современные подходы держатся на простых эвристиках. Распределили задачи, запустили пайплайн и надеемся, что скоро все сойдется. Для прототипа этого иногда хватает, но для реального мира уже нет. Чем больше агентности, тем выше цена ошибки. Если агент неправильно понял задачу, передал ее не тому агенту или довел до конца плохое решение, проблема уже не только в качестве модели. Проблема в отсутствии нормального слоя управления, ролей, границ, ответственности и контроля. Именно поэтому главный тезис исследования, который мы сегодня разберем, очень простой. Будущим агентам нужен не только интеллект, но и управленческая система вокруг него. Обычно под делегирование понимает что-то очень простое. Агент передает задачу другому и говорит «сделай это». У авторов данного исследования эта идея шире. Вместе с задачей передаются права, ответственность, границы, намерения и доверие. Простыми словами, мысль такая. Хороший агент умеет не только решать задачи сам, но и правильно поручать их другим. А правильно поручать – это когда он делегирует задачу таким образом, чтобы исполнитель понял, что делать, зачем делать и в каких рамках можно действовать. Именно это и Google называет Intelligent Delegation – интеллектуальное делегирование. Почему сегодня большинство агентных систем ломаются? Дело в том, что на бумаге все красиво. Один агент разбил задачу на части, передал их другим и получил результат. Но в реальности такие системы держатся на слишком простом подходе. Они работают по жестким или полужестким правилам и плохо приспосабливаются, когда ситуация меняется, что и происходит в реальной живой среде. Делегирование – это также и не параллелизация. Недостаточно сказать «ты делаешь это, а ты вот это». Нужно еще учитывать, подходит ли исполнитель под данную задачу, не изменились ли условия по ходу работы и кто заметит ошибку, если что-то пойдет не туда. И как раз эти вещи текущие системы либо упрощают, либо вообще обходят стороной. Из-за этого система становится хрупкая. Пока все идет по плану, она выглядит умной. Но стоит появиться сбою или какой-то новой вводной, и качество резко падает. Система не умеет правильно перестраиваться и восстанавливаться после ошибки. Авторы статьи прямо подводят к мысли. Сегодня слабое место агентных систем – это умение правильно передавать работу в изменяющейся среде. И чтобы построить такую систему, автор обращается к классической идее из мира экономики, к проблеме принципал-агент. Представьте, есть начальник, то есть принципал, и подчиненный, агент. Начальник дает задачу. Как ему быть уверенным, что подчиненный сделает все как надо, а не в своих интересах? Вы не поверите, но ровно та же проблема возникает и в отношениях человека с ИИ. Это несоответствие цели проявляется по-разному. Человек, например, может схитрить для получения премии, а ИИ-агент заняться так называемым взломом вознаграждения. То есть он находит лазейки в правилах, чтобы формально выполнить задачу и получить максимальный балл. Но результат не тот. Это такой цифровой работник для галочки. Решение, как ни странно, лежит на поверхности, в многовековом опыте управления обычными человеческими организациями. Оказывается, проверенные принципы менеджмента отлично подходят и для создания эффективной рабочей силы из искусственного интеллекта. В основе этого подхода лежат несколько ключевых идей из мира управления, каждая из которых решает конкретную проблему в сложных системах. И не так уж важно, состоят они из людей или программного кода. Первое. Норма управляемости. Один менеджер не может руководить 1000 сотрудников. Он просто сломается. У одного человека и даже у AI-менеджера есть свои когнитивные границы. И эти границы нужно понимать, чтобы строить работающие иерархии. Дальше. Градиент полномочий. Если разрыв между человеком и искусственным интеллектом или между двумя AI-агентами слишком большой,
то младший по званию может просто побояться указать на ошибку в задаче. Он будет слепо выполнять инструкцию, а это, как мы знаем, может привести к катастрофе. И последняя зона безразличия. Это те приказы, которые сотрудник выполняет на автомате, не задумываясь. У искусственного интеллекта эта зона может быть огромно большой. Если он будет бездумно передавать любые команды дальше по цепочке, то маленькая ошибка в начале может превратиться в огромную проблему в конце. И наша цель – научить искусственный интеллект вовремя остановиться и спросить себя, а мы все делаем правильно? И как же все это выглядит вживую? А все начинается, как и в любом хорошем проекте. Сначала большая сложная цель разбивается на маленькие управляемые задачки, а потом уже система решает, кто лучше справится с каждой из них. Какой-то узкоспециализированный ИИ-агент или, возможно, даже человек. Хорошо, задачи назначили. А теперь, как все это контролировать? Здесь тоже все как у людей. Мы можем смотреть только на конечный результат, а можем следить за процессом в реальном времени, буквально стоять над душой. Мы можем периодически дергать агента, запрашивая его статус, а можем делать проверку неявно, косвенно. К примеру, проверяем изменения, которые происходят на общем диске или в общей папке. И выбор метода, конечно же, зависит от важности и критичности самой задачи. Как уже упоминалось, в реальном мире далеко не все и не всегда идет по плану. Так что же случится, если один из агентов ошибется или столкнется с проблемой, которого не было в сценарии? Мы говорим, что наша система не статична. Она постоянно отслеживает различного рода сигналы у конкретного исполнителя. Это внешние триггеры, такие как, к примеру, отмена самой задачи или сбой API. Это также внутренние триггеры, к примеру, деградация скорости или какое-то аномальное потребление токенов. И когда что-то из этого происходит, то первое, что нам необходимо сделать, это сделать оценку планируемых изменений, оценку обратимости этих изменений. И если новые изменения обратимы, то дальше все происходит на автомате. Но если ответ отрицательный, то необходимо в этот момент вызвать человека. Как вы видите, можно много кричать о том, что искусственный интеллект заменит людей, но человек никогда не пропадает из контура управления процессами. Все это не о том, чтобы построить безошибочную идеальную систему. Таких просто не бывает. Цель, чтобы построить систему, которая умеет адаптироваться к ошибкам и продолжать работать. Разумеется, такая сложная экосистема порождает и совершенно новые угрозы. Это могут быть отдельный исполнитель, который сливает данные, или ИИ-менеджер, который дает неэтичные приказы. Это подводит нас к вопросам куда более глубоким, чем просто технологии. Нам теперь даже нужно думать о корпоративной культуре, которую мы заложим в основу этой новой цифровой экономики. То есть вопрос уже не в том, на что способны технологии, а в том, в чьих руках они находятся и как мы ими распорядимся. Мы должны решить, какие задачи мы готовы и должны доверить автоматике. И одна из главных этических ловушек здесь – это так называемая моральная зона деформации. Это когда за сбой, допущенный искусственным интеллектом, формально ответственность несет человек, у которого на самом деле не было никакой возможности повлиять на решение. По сути, человека просто делают тут козлом отпущения для всей системы. Есть и другой риск – парадокс автоматизации. Мы с радостью делегируем всю рутину искусственному интеллекту, чтобы люди, эксперты, занимались только самым сложным. Но вот проблема. Без постоянной практики на этой самой рутине эксперты теряют квалификацию. И когда случается по-настоящему крупный сбой, с которым автоматика не справляется, оказывается, что и люди уже разучились решать такие проблемы. И на это есть очень элегантное решение. Система может быть не просто менеджером, но еще и наставником. Она может специально делегировать некоторые задачи людям, не потому, что она не может выполнить их сама, а для того, чтобы человек поддерживал и развивал свои навыки. На этом я прощаюсь. Ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск, и мы увидимся в следующем обзоре.